Бутоны в жестовской росписи смотрятся просто потрясающе. Но здесь мы не будем усложнять себе работу, делать их очень пушистыми. Мы попробуем сделать один ряд лепестков, но очень, кстати, похоже на тюльпаны. Я вас плавно к этому подвела. Единственное, добавляется нижний ряд лепестков. Итак, если мы рисуем круг, делим круг, да, точку в середину ставим. Теперь берем направление, ось, которая будет делить наш цветок пополам. И всегда бутоны должны быть наклонены либо влево, либо вправо. Теперь мы делим половину еще раз в половину и получаем 1/4 от круга. И такой, видите, рисуем овальчик. Еще сверху рисуем овал. Тоже мы поделили на 1/4. И начинаем выставлять дальний ряд лепестков, как в тюльпане. В принципе, все то же самое. Просто, возможно, чуть крупнее пион нужно рисовать, чтобы он смотрелся красиво. Нарисовали краской дальний ряд. Теперь, смотрите, чуть ниже спускаемся. Видите, да, где я делю? И рисуем лепестки, закрывающие бутон. Мы их с вами потом сделаем из пластилина. Боковые направления обязательно. У нас есть одна точка, которая находится в центре. Заметьте, передний лепесток ниже, чем боковые. Боковые чуть выше. И заканчиваются они тоже чуть выше. Теперь рисуем нижний ряд. Нижний лепесток, он будет тройной. И по бокам небольшие, мелкие, такие просто вот, чтобы дорисовать. Бутон получается у нас немножко закрытый. Внутри можно поставить середку. У него будет очень красиво смотреться. Можно, кстати, поставить объемную из джемти. Можно сделать краской или вообще без краски. Обязательно все лепестки собираются в центр. Не забывайте направление всех лепестков. Что мы будем лепить? В середине будет двойной лепесток, чтобы сложнее смотрелся. Так как мы с вами здесь не умеем еще делать сложные варианты, это в курсе лепка пластилином, когда мы сразу поставили лепесток и сделали его двойным, то здесь мы будем лепить один и сверху на него другой. Так будет попроще. И не обязательно лепить весь нижний ряд. Если у нас лепесток наклонен влево, значит он в правом углу ногтя находится. И правая часть, она не видна. Ее не обязательно добавлять, это просто ваше время. И тем более это еще и будет расширять ноготь, это будет заметно. Поэтому я не рекомендую невидимую часть вообще трогать. Теперь, если мы хотим сделать бутон сильнее раскрытым, смотрите, что значит. У нас боковые лепестки должны быть короче, и дальний ряд должен быть крупнее. Чуть-чуть побольше лепестков. Можно здесь поставить 3 крупных, да, или там 2 крупных, 2 мелких. Можно даже 5 лепестков поставить, но самое красивое, когда они разного размера в дальнем ряду. Так пион смотрится намного пушистее, намного изящнее. Если бутон наклоняется в правую сторону, то левую его часть можно не дорабатывать, не лепить пластилином. Итак, я сделала покрытие апероль из твини, но хочу сказать вам, все-таки лучше берите твини в банках. Он универсальный для коротких и для длинных ногтей. Именно в бутылочке подходят только для короткой длины. Теперь, не снимая липкости, сразу я начинаю накидывать форму полупрозрачно, чтобы не запутаться. Поэтому сначала на бумаге нужно нарисовать 5 цветов, и чтобы ваша рука запомнила схему, уже перекидывать ее тоненькой кисточкой на типс. Так работать намного проще, особенно если вы начинающий мастер, и вы уже себе задали контур, по которому вы будете рисовать. Можно эту наметку просушить. Дальше я беру краску. Если у меня такой
персиковый фон, теплый, то я беру каштан. Можно чуть-чуть в каштан добавить гранатовый сок, самую-самую малость, чтобы это было прям совсем чуть-чуть. Растушевали, смотрите, получается до верхних лепестков растушевка практически у меня доходит и до нижних. Но ставлю я саму тень буквально прям в то место, где я подводила границу между нижними лепестками и верхним бутоном. Второй раз усиливаю тень, сразу много наносить нельзя, иначе у вас будет очень грязно. Поэтому лучше 2 раза ее растушевать. Я хочу подрисовать еще бутон, но если у вас типсы короткие, вы можете один просто рисовать пион. Всегда в построении композиции присутствует какой-то большой элемент и более мелкий элемент. Так будет правильнее. Нельзя рисовать 2 одинаковых цветка. Нельзя рисовать 2 одинаковых по размеру тюльпана. Нельзя рисовать 2 одинаковых там, веточки. Даже если вы рисуете орхидеи, тоже они должны быть разные. Теперь можно нанести слайдер топ или топ с липким слоем, или какую-то базу, но очень тонко. Просушить ее в лампе. Слайдер топ я сушу 30 секунд. У него такая получается нужная мне мягкая дисперсия. Беру кисточку овал 3/0, либо овал 0,0. Самое главное, чтобы у вас получился очень красивый, четкий контур, чтобы не было зазубрин никаких в контуре, потому что никакой обводки здесь не будет. Еще раз вам скажу, тенденции в одежде — это простота и воздух. То же самое и с дизайном. Мы сейчас не можем рисовать ярусные, многослойные, цветастые цветы. Мы должны тоже немножко упрощать и соответствовать трендам, потому что стильно то, что очень выглядит просто. Не нужно замудрять, не нужно усложнять. Меньше элементов, не нужно лишнего тонировать ничего. Пусть лучше будет чистый мазок, аккуратный. И вот и в этом как раз будет вся красота. Рисуем нижний ряд, боковые лепестки, немножко выводим лепесток, как я вам объясняла, на ребро кисть. Мы с вами пробовали в первом занятии, где основные элементы, пробовать прямой мазок и боковой мазок. Вот здесь боковые мазки должны быть в нижних лепестках с краю. Дальше я беру мелкую кисть, мазок 0, и подтягиваю мелкие элементы, если вот мне хочется, чтобы смотрелось более сложно. Более сложно будет смотреться тогда дизайн, когда у вас разного размера элементы. Вот верхний ряд, если вы сейчас посмотрите, смотрится, да, вот если просто они прямо стоят лепестки, без наклона какого-либо. Вот если они будут у вас одинаковые, то будут смотреться как зубы. Это неправильно. Тоже в бутоне я поставила 2 двойных и 1 мелкий одинарный. Самая большая ошибка в росписи, что элементы не могут быть одинаковыми. Всегда старайтесь, чтобы выглядело сложнее, использовать 2 кисти. И тогда вам будет гораздо проще. Что я делаю? Беру еще раз тень чуть-чуть и подтонирую аккуратненько, чтобы у нас появилась глубина. После тонировки мы перекрываем все матовым топом. Заметьте, никаких листьев, никаких дополнительных элементов я здесь не рисую. Все ваши листья и ветки очень сильно упростят дизайн. Набираем пластилин, небольшое количество. Аккуратненько его, прибили, можно так сказать, потому что здесь, видите, кисточку бочком и аккуратно стягиваем на нет горочку. Очень важно, в этом курсе мы используем пластилин в виде очень густой краски, которую мы растягиваем плавно к центру в тень. Нельзя создавать объем. Здесь нет никакого объема. Просто пластилин лежит и имеет очень тонкие края.
Это нужно понять. Поэтому в этой технике очень удобно работать вот таким пластичным пластилином. Но если вы будете долго лепить, долго работать кистью, пластилин напитывается влагой с кисти и превращается в кисель. Один лепесток просушили, ставим второй на него. Заметили, да, куда я поставила? Также кистью. Сначала кисточку поставили горизонтально, теперь вертикально. И аккуратненько подтягиваем вниз так, чтобы была видна тень. Вот этот контур под нижними лепестками, который я рисовала в схеме и очерчивала, он здесь очерчивается тенью, которую мы тонировали. Нельзя полностью закрывать тень, но и оставлять много ее не нужно. Вот здесь должна быть разумная граница, чтобы не оставить много грязи, потому что темный смотрится, конечно, агрессивно на белом, и его нужно аккуратненько прикрыть, но и не забивать полностью, иначе не будет объема. Мелкие элементы. И здесь у нас получается с правой стороны пластилин должен уйти на нет, а с левой стороны он имитирует лепесток. Тоже очень такая важная техника, что это не просто лепесточек, да, то есть с одной стороны его нужно прям прижать аккуратненько. И желательно, чтобы из цветка за контур цветка сильно тень не выглядывала, если только вот прям самую-самую-самую малость. Видите, я даже вот прям прижала кистью хорошенечко, чтобы у меня на нет уходил он лепесток в бутон, чтобы не торчал толсто по краям. Еще один поставила. Смотрите, сразу вот какая техника, что вы делаете объем у лепестка только с одной стороны. Нужно правильно апельсиновой палочкой выложить этот пластилин, чтобы правильно выглядел лепесток. Подтянули, разделили. Ну, уже смотрится очень красиво. И ничего сложного здесь нет. Первый наш с вами жестовский цветок. Но мы уже его с вами рисовали, это был тюльпан. Только добавили нижний ряд. Тюльпан был чуть-чуть подлиннее, потому что он был как самостоятельный бутон. А здесь у нас цветок с отворотом, нижний ряд у него, да, выворачивается. Поэтому чуть-чуть лепестки я делаю короче, нежели в тюльпане. Теперь поставили пластилин на нижний ряд, и нам нужно разнести, чтобы он достаточно был такой широкий. И мы с вами договорились, что если бутон на типсе, на ногте лежит слева, да, и наклоняется вправо, ну, диагональ, то есть здесь диагональ у нас проходит через середину от правой верхней точки типса к левой нижней точке. Мы лепим только правую сторону. Поставили серединку, на нет увели и совсем чуть-чуть пластилина. Самую-самую малость, вот маленькая-маленькая горошка. И чтобы, конечно, с такими горошками работать, у кисточки должен быть остренький кончик. Вот кисть Мазок 2 синтетика очень удобная вот для таких вот мелких элементов. И тоже стараемся увести на нет, чтобы у этого лепестка только один край был высокий. Очень увлекательное занятие, если честно, работать в этой технике. У меня к вам большая просьба. Если вы в себе уверены и понимаете, что вы работаете чисто, то вы можете сделать 2 типса. Если вы не имеете большого опыта, пожалуйста, сделайте 4. Потому что вы сами увидите в динамике, как сильно будет отличаться ваш первый типс от 4. И все говорят, вот, все ты говоришь, тебе все легко, а у тебя все просто. Самое простое слово, что все просто. Действительно просто, кто делает. А кто охает и вздыхает, им, конечно, сложно. Потому что самое сложное в нашей жизни — это поднять свою 5-ю точку с дивана и взять, например, кисти в руки. Вот действительно, вот это переломный момент. А когда ты сидишь, делаешь и вникаешь, получится у всех. У меня не было неталантливых учеников. Есть только люди, у которых, ну, сначала лень родилась.
Поэтому талант в нашей профессии — это 1% успеха. Самое главное в нашей профессии — это работоспособность. Миллионы талантливых людей, которые ничего не хотят. Миллионы людей, которые свои таланты вырастили сами. Я надеюсь, что вы во второй группе, если вы на моих курсах. Итак, у бутона мы лепим лепестки разные, нельзя лепить одинаковые. Можно слепить один, а можно слепить два. Один побольше, один поменьше. И очень большая просьба, очень мало пластилина. Если хотите в середину, можно прям по финишу поставить золотую краску. Здесь у меня смешана коллекция Суперстар, серебро и золото. Не хотите ставить внутрь, центр, не ставьте. И так смотрится тоже очень красиво, очень стильно, очень объемно. Я очень жду вашей работы и надеюсь, у вас все получится, и вы будете развивать свои таланты вместе со мной. И действительно, все просто, если вы будете практиковаться, будете делать и стоять на своем. Самая моя любимая фраза: «Дорогу осилит идущий». Я желаю вам успехов и не бояться никаких трудностей. И жду вашей работы.